Здорово! Расскажу вам про приключенческую игру Dredge. Завязка у нас довольно простая. Наш корабль терпит крушение, но мы выживаем и оказываемся на островке с небольшим городком. Там мы получаем базовую версию корабля и от жителей узнаем, что после захода солнца на море опускается густой туман. В тумане нам лучше не плавать, потому что мы можем либо сойти с ума, либо быть сожранными морскими чудовищами. Что же нам предстоит делать в игре? Первое – это ловить рыбу и прочих морских обитателей. Тут даже есть целая энциклопедия того, что мы можем поймать. Ловить мы можем с помощью сетей, ловушек, ну и конечно же удочек. Поначалу нам доступен вариант только ловли удочкой. Процесс ловли заключается в том, что мы подплываем к месту, где плавает рыба, и у нас начинается мини-игра, в которой можно ускорить вытягивание рыбины из воды, если нажмем вовремя кнопку. Ловля ловушками значительно проще. Мы покупаем ловушку, устанавливаем ее, и через некоторое время просто подплываем и забираем весь улов. А есть еще более простой способ, это ловля сетью. Опускаем сеть в воду и плаваем, а рыба сама будет туда попадаться. Но единственный минус и ловушек, и сетей в том, что в отличие от удочек, их нужно периодически чинить. Второе, что мы можем делать, это конечно же распоряжаться нашим уловом, пока он не протух. А именно, продавать торговцам или отдавать по квесту. Третье, что мы можем делать, это выполнять квесты. В игре есть куча мелких поручений, таких как привезти конкретную рыбину, перевести пассажира, найти в море предмет и тому подобное. И есть основной квест, где мутный мужик, который назвался коллекционером, просит нас разыскать 5 реликвий, которые разбросаны по всей игровой локации. Четвертое, что мы можем делать, это улучшать наш корабль. Для этого у нас есть древо исследований, которое позволяет за специальную деталь открывать у торговцев более крутое оборудование. И док, в котором можно за материалы и деньги улучшать наш корабль. Ну и последнее и самое интересное, что мы можем делать, это изучать мир, в котором мы оказались. Разгадывать здесь загадки, находить материалы, драгоценности, познавать историю этих мест и людей, которые в нем живут, да и просто наслаждаться морской прогулкой. Итак, что можно сказать в итоге? За счет невысокой продолжительности прохождения геймплей не успевает приесться. Играть увлекательно и в целом игра получается неплохой. Советую ознакомиться с игрой самостоятельно. Ну а на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до скорых встреч!